Ой, ты прям чувствуешь, да, что я собираюсь сделать? Вот, но потом... Да ладно тебе! Боже ты мой. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня важный день, так сказать, в сезоне. Вот, сейчас буду саживать рыси, смотреть, как девочки реагируют. Симба будет саживаться с Умкой, Ханна будет саживаться с Мартином. В этом сезоне подготовка началась сильно заранее. Кто не в курсе, я, собственно, сейчас расскажу. Уже с лета начала готовить рыси, поменяв им рацион полностью. То есть раньше в основном из курицы, с конца лета, с осени я убрала из рациона курицу и начала кормить преимущественно говядиной, субпродуктами из говядины и немного добавляю курицы. Потом чуть увеличиваю курицу, но все равно в основе это говядина и субпродукты из говядины. Это решила проверить теорию о том, что циклы, и были исследования, что циклы смещаются при смене, при переходе кормов в основном на курицу. Вот, поэтому у них сейчас курица, естественно, осталась, но в меньшем намного количестве, плюс в других вариантах, то есть не вот эта бройлерная, которая тоже есть теория, что она же там напичкана многим чем и так далее, поэтому у них там куриные головы, утиные головы появились, цыплята, естественно, как и были, но раньше было намного меньше цыплят. Сейчас за счет того, что я добавила говядину, увеличила количество цыплят. Вот, девочки. И что еще хотела рассказать по поводу кормов. Ну, собственно, вроде как все по особенности. У них и была подготовка заранее, изменились особенности кормов. Очень мы сладкие, очень мы сладкие. Да, ты красивый кот. Ну и, собственно, в этот раз я буду девочек не так часто, то они гуляли практически каждый день в прошлый сезон. В этот раз, по большей части, они будут сидеть с Мартином. Ну и плюс в этом году у меня есть, ну, в смысле, Ханна с Мартином, Умка с Симбой. Ой, ты прям чувствуешь, да, что я собираюсь сделать? Вот, и еще момент, что в том году у меня не было никакой помощи, и мне приходилось делать все одной, и частенько мне не получалось, то есть вот покормить, прийти через час, там и соединить обратно или разделить. В общем, вот этим моментом занималась, и были какие-то дни простой, то есть какую-то ночь не могли вместе не сидеть, потому что, ну, говорю, мне с ребенком было все это одно намного тяжелее делать. Сейчас у меня есть Артек, и проще будет отследить, чтобы действительно каждый день они саживались, каждую ночь они точно были вместе. Так, отлично. Я, собственно, пока тут с вами лясы точила, как раз удачно разделились девочки так, как мне нужно. Вот, ну, попробуем, посмотрим, как они сейчас будут, проконтролирую. Попрошу еще, буду когда отходить Артека контролировать, но я думаю, все будет нормально. Максимум, что сейчас Симбу немножко Умка погоняет. Потому что Ханна уже стелится прям. Дальше понаблюдаем, готова ли Умка с Симбой саживаться, и посмотрим. Мартин уже понял, чем дело пахнет. Так, ну что, соединяем. Сейчас, наверное, пойдут изучать просторы друг друга. Специально 2 дня у них не было уборки. Опять же, учитывая, что сейчас буду кормить не только я и подходить к ним, чтобы каждый остался в своем вольере. И изучил в этот раз еще и говно друг друга, потому что... если вы помните, в том году еще была такая особенность, что девочки все время садились на мальчика. На Мартина в том числе, постоянно Ханна на него садилась. Тоже вычитала такую штуку насчет того, чтобы оставлять какие-то какахи для запаха. Хоть несмотря на то, что они жили вместе и оставляли эти штуки, но вот в момент при саживании, при приходе на территорию самца, чтобы у него там что-то было. В общем, в этот раз проверим все эти моменты. Ну, встретили друг друга нормально. Понятное дело, что сейчас прям какого-то спаривания или чего-то такого в первый день не будет, потому что они просто изучают все. Сейчас они так пару дней посидят, и мы с Артеком уберемся. У них вольер до чистоты как бы идеальный, потому что, ну, мне, конечно, не нравится, когда так, но ради эксперимента почему нет? Вот, видите, он изучает ее метки Умки, соответственно, все тоже изучает, чтобы вспомнил, кто что, и, может, вспомнил, что он мужик. Ханна тоже изучает, видите, как активно. О. Она чувствует его запах, и он стелится, видите, уже. Ну, там и его запах, и мяско, конечно.
Он такой: ой, фу, женщина, ты что делаешь? Давай лучше меня понюхай. Еще, конечно, есть предположение, что в том году, если вы помните, с Мартином была не очень приятная ситуация. Это срочная операция и все такое. Может быть, из-за этого не получилось разведение, потому что спаривания были. У него даже были спаривания и с Умкой. То есть вначале Умка сидела с Симбой, но я не заметила там ничего особо, каких-то ярких и постоянных спариваний. Было несколько. Вот, но потом... Да ладно тебе! Были спаривания у него и с Умкой, прям, четкие. То есть я видела, Умка заходит, он сразу же спаривает ее и постоянно. Но при этом ничего не получилось. Может быть, из-за того, что он болел, и как-то организм так реагировал. Просто, я говорю, это не было внешне никак заметно, пока вот не закончился гон, и организм не дал слабину, и это прям проявилось. И чуть не потеряли кота, слава богу, все как бы быстро очень заметили, сработали, и все отлично. Потому что у него язва открылась. Что, тоже хочешь к жениху? Или ты его гонять будешь? Мартина нюхает. К слову, вот, например, у Ивана, у кого приобреталась Ханна, у него тоже эти 2 года нет котят, хотя до этого были постоянно. То есть каждый год у него были котята. Каждый год у него кошка стандартно, да, ведь она об Мартина трется. Каждый год кошка стабильно приносила по 3 котенка, обычно 3 мальчика либо 3 девочки. А вот 2 года последних ничего не было. Но он тоже связывает, мы с ним это обсуждали, я ему рассказала про момент с курицей, и он тоже это связывает, что он в последнее время по большей части давал курицу. Так, ну что, попробуем вот этих ребят открыть. Хотя, на самом деле, с какахами получилось не очень, в том плане, что... Ну как, получилось все, но дело в том, что вот только вот здесь ходит исключительно обычно Умка. Ханна всегда ходит в лоток, а Умка стала ходить так вот вдоль. Но, я думаю, это не столь принципиально, главное, какашки мальчиков. Он ходит все время тоже в одно место. Так, посмотрим, все ли у вас здесь работает с... Ты метишь, да? С перегонками. Так, Умка зашла сюда. Ты же моя красоточка. Ты видишь, да, где девочка зашла? Опа. Видишь, девочка, да? Ты пройти не можешь, ты можешь вроде. Ты чего, Симба? Там девочка. Боже ты мой. Ладно, посмотрим. Почему я не хочу саживать только с Мартином? Ну, во-первых, хочется детей разных кровей. Все-таки они разные крови. Вот. Мне хочется одного отца момент. Плюс, как показала практика первых родов Умки, был всего 1 котенок. Это, конечно, допустимо, но может тоже от самца зависеть и вообще, то есть от самой пары. И может, конечно, отдельно от кошки, от ее генетики зависеть. Но котенок был мертвый. Тут я могу только предполагать, что ошибка была в родах. Возможно, он уже был мертвый, хотя был такой, сформирован хорошо. Вот, но момент, я хочу разные крови. Второй момент, саживать их втроем, это тоже определенные геморрои. То есть надо постоянно за этим моментом следить, чтобы там никто не передрался, чтобы они не начали Мартина. Девочки взрослеют, и первое всаживание было. Они все равно еще были, им там было по 3 года. Сейчас они как бы такие заматерелые сильно все. Они меняются по характеру, и девочки, они, учитывая, что в принципе не всегда свойственно девочкам жить вместе, они живут хорошо вместе, и они начинают гонять Мартина. То есть надо постоянно следить, чтобы они не гоняли и не доминировали над ним. Вот. Плюс могут сбиваться многие спаривания. Это я сама не раз видела, когда они, например, сидят втроем. Начинает кот спариваться с одной кошкой, подбегает вторая, интересуется, там что-то еще делает, залазит на него, играется начинает или просто отгонять. И в итоге спаривания не получается ни у кого. Это вот тоже, я думаю, такой момент, что произошел там позапрошлом году или в прошлом году. Тоже могло повлиять. Поэтому, если саживать только по 2, возможно, говорю, под конец, я поменяю пары. Но не точно. Но просто Ханна не очень терпит Симбу. Она как-то... она к нему спокойна, но на прямом контакте она все равно побольше его гоняет, чем даже Умка. Умка вообще такая, она может погонять, но она дальше гоняния ничего не делает. А Ханна, она как бы так может сагрессировать. Так, посмотрим, как у нас та парочка. Насенька, это прям длинный ролик, да? Ой. Марти. Ой, Ханна.
побежал. Ты с ней играть собрался или что делать? Ханна вполне объясняет, что она хочет. Видите, она сразу ему подставляет хвост. Она очень четко уже готова. Вот, видите, она показывает прям всячески, что с ней нужно делать. Мартин вроде орет, но, видите, ничего пока не делает. Сейчас ее прям можно хватать уже за холку и садиться на нее. Потому что тут она прям четко показывает, что она готова. Почему я решила в этот раз пораньше сажать? Потому что по Ханне было видно, что она хочет. Пошла, говорит, я не поняла. Вроде у нас там что-то это... О, Господи. Бодаться пошли. Мартин там лег под нее. Не хочет он пока на нее садиться. Урчат, слышите? Ну, он тем самым, на самом деле, злит Ханну, потому что у нее-то цель одна, как бы, и она всячески показывает, чего она хочет. А он всячески тупит. В этом плане я, конечно, не знаю, связано это с зверсовхозским содержанием или нет. Там-то они, в принципе, размножаются, хотя там им особо и не разойтись в этих клетушках. Но девочки в плане полового поведения прям, ну, более природные, чем как бы вот эти самцы, которые вот ложатся под девочку. Ханна уже заросла шейкой. Говорю, не знаю, что вот с этой шеей происходит, и обработки, и все. И главное, соскобы, которые беру, ничего особо не показывают. Вот, хотя, говорю, обработки регулярные проходят, не очень понятно. Говорю, ее странно было то, что когда она сидела, был карантин, сидела отдельно, шея заросла. По камерам этого не отследить, сразу могу сказать, кто предполагал, типа, посмотри, что по камерам она делает, потому что камеры работают на движение, и движение должно быть вполне себе четким. Так, посмотрим, что тут происходит у нас. Ребята, у вас как дела? Засыплю даже в этот раз им чуть опилочек. Наши девочки любят опилки. Давно опилки не сыпала. Сейчас пришли хорошие опилки, которые не пылят. Ты к собачкам хочешь, да? Так, ну ладно, я сейчас их оставлю, потому что, естественно, парней я отвлекаю с собой. Девочкам-то пофигу. Парней я отвлекаю. Отойду, предупрежу Артека, что я их садила, чтобы он случайно близко не подошел. Что-то подъедает, там обтирается. Март. Да, ты мой сладкий. Вот. Ну, в общем, отсчет пошел, садили. Посмотрим, как дальше будет. Ребята, какие-то разборки хотели устроить или как? Симба. Смотри, какая женщина красивая. Они так по цвету хорошо подходят. Еще, конечно, за этого хочется. Они такие оба светленькие. Дети должны, мне кажется, тоже быть посветлее, чем у Ханны с Мартином. Да. Очень моя сладкая. Моя кися хорошая. Моя кися хорошая. Да, киса хорошая. Киса хорошая. Да, молодец. Пум. Ну, прости, для тебя, девочки, нет. Пуму сразу сказать, я не готова заводить еще одну пуму, покупать ему девочку, растить ее. Если только, не знаю, у меня будут какие-то друзья с девочкой с пумой, которые будут готовы рискнуть и захотят попробовать садить с пумочем, то в добрый путь. Как бы, а так, ну, не готовая ему растить девчонку. Да. Да и у него так хороший, скажи, и так хорошо. Не имеется ничего. Ты мой красавец. Ты мой красавец, да. Каждый раз так волнительно, когда саживаю их. Бегаю сюда каждые 10 минут проверять. Но ни звуков, ничего не слышно. А нет. Да. Все хорошо у вас, ребят? Чего ты ругаешься? В общем, у нас Симба с Умкой, как будто это кошка с собакой. Симба по верхам чисто, чтобы не сталкиваться с ней, не дай бог.